Бездыханную Анну Николь Смит нашли в номере отеля, расположенного неподалеку от Майами. Она отдыхала там со своим третьим мужем, Ховардом Штерном. Обстоятельства ее смерти крайне загадочны. В полицию позвонила медсестра, которая почему-то потом не могла объяснить, что она делала рядом с фотомоделью. Также полицейские застали рядом с телом Анны ее телохранителя, который пытался оказать ей первую медицинскую помощь, делая искусственное дыхание и массаж сердца. В ее номере были найдены два запрещенных препарата и медицинский рецепт. Тогда-то и появилась главная версия ее гибели – передозировка. Анне Николь Смит было всего 39 лет. Будущая звезда плейбоя Вики Лин Хоган, таково ее настоящее имя, родилась в 1967 году в простой американской семье в маленьком городишке. Уже с детства Вики придумала себе легенду, что ее настоящая мама не офицер полиции, а сама Мэрилин Монро. Кажется, девочку совершенно не смущало, что голливудская дива умерла за 5 лет до ее рождения. Кстати, видео о самой Мэрилин Монро и ее последнем роковом выступлении в честь 45-летия президента можно посмотреть на канале, ссылочка будет в описании. Отец Вики сбежал от матери к любовнице. Вероятно, из-за этого разозленная мамаша не сильно-то баловала дочь вниманием. Почти сразу после школы будущая звезда взрослых журналов выскочила замуж за повара Билли Смита, и у них родился сын Дэниел, судьба которого с такой матерью сложится довольно трагично. Но вернемся к Анне. Уже через 2 года она бросила мужа и, оставив сына на попечение своей матери, уехала в Хьюстон делать карьеру в стриптизе. При росте в 180 сантиметров Вики была довольно-таки плоской, поэтому на первых порах она работала в недоходное дневное время. Но юная мисс Смит быстро смекнула, что вечером можно зарабатывать в клубе и другими путями, и уже к 22 годам ей удалось накопить на свою первую пластическую операцию, а позже она вырастет свою грудь прям-таки до угрожающих размеров. Однажды в клуб заглянул престарелый техасский магнат Джей Ховард Маршалл. Увидев выращенное достоинство Вики, он забыл о разнице в социальном положении и начал осыпать ее подарками. Но это не было пределом ее мечтаний. Она грезила карьерой, как у Монро. Поэтому она высылает свои обнаженные фотографии в редакцию Playboy и получает предложение приехать на съемку в Калифорнию. Да, с упорством у Анны Николь Смит все в порядке, только с познаниями не очень. Она с гневом отвергает предложение. «Я думала, меня позовут в Лос-Анджелес», — объясняла она, абсолютно уверенная в том, что город ангелов находится в Нью-Йорке. Тем не менее, ее фотосессия все-таки выйдет в журнале, но почти год спустя. В этом же году ей предложили стать лицом марки Guess и взять звучный псевдоним Анна Николь Смит. В 1993 году журнал Playboy неожиданно делает ее девушкой года, а журналисты окрестили новой Мэрилин Монро. Мечта становится явью. Вот теперь уже можно заняться и личной жизнью. И в 1994 году, в возрасте 26 лет, Анна Николь все-таки выходит замуж за своего давнего поклонника, миллиардера Джея Маршалла, которому всего-то стукнуло 89 лет. Идеальный муж, богатый, прикован к инвалидной коляске и уже через год после свадьбы скончался. Но вот надежда, что муженек оставит ей свое состояние, не оправдалась. Любимый супруг просто забыл вписать девушку в завещание. Но с присущим ей упорством Анна принялась судиться за свои кровные миллионы с 60-летним пасынком. Это было время, когда модель пустилась во все тяжкие, ни дня без наркотиков и алкоголя. Так же сильно налегая на еду, она изрядно располнела, что даже липосакция не вернула девушку к старым габаритам. В 1995 году суд лишил Анну права на наследство, однако она продолжала разбирательство и спустя 11 лет получила таки право на свои миллионы. В этом же 2006 году, буквально через несколько дней после рождения дочери, скончался сын Анны. Официальная версия – смертельное сочетание запрещенных препаратов.
Модель горевала, но недолго. Уже через 3 недели она сыграла роскошную свадьбу со своим адвокатом Ховардом Штерном. Помимо рекламы и глянца, Анна Николь Смит снялась в эпизодах таких киношедевров, как «Голый пистолет» и «Будь круче». А с 2002 по 2004 в США транслировалось реалити-шоу о ее жизни. Также в реалити-шоу превратились ее последние минуты. Момент, когда ее тело выносят из отеля, засняли на видео и продали за $500 000 новостному агентству. Таким финалом, при невыясненных обстоятельствах, модель максимально приблизилась к судьбе своего кумира, пережив Мэрилин всего лишь на 3 года.